Хари Кришна, всем, кто любит аккумуляторные батареи, начиная с прошлого видео, написали мне множество комментариев, что за микрофлора плавает в аккумуляторе. Вот тоже мне стало интересно. Я-то знаю, но сейчас вам покажу. Микрофлора это не простая, а можно сказать золотая. И она может принести сильно много вреда. Ну, давайте в баночку заглянем, что там за микрофлора. В общем, плавать тут может много чего, но сейчас оно все потопло, опустилось на низ, и его не так видно, как в прошлом видео. Но дело в том, что когда аккумулятор заряжается, то все это дело поднимается и начинает плавать на поверхности. В общем, на поверхности бывает в основном два случая. Либо тонкая маслянистая пленка белого цвета, либо микрофлора в виде ваты. Ну, давайте сразу пробежимся по масляной пленке. От чего появляется, страшно или нет? Значит, на самом деле это не страшно. Что это за масло плавает? Это когда отливается на пресс-автоматах корпус аккумулятора. А как работает пресс-автоматы, наверное же вы знаете, там гранулки засыпаются в этот пресс-автомат, то есть пластик. Он плавится под температурой и потом под давлением подается в матрицу и формируется корпус аккумуляторной батареи. Но дело в том, что вот этот пластик, он может прилипать к форме металлической. Вот, так вот эту форму металлическую смазывают специальной смазкой, чтобы к ней не прилипала пластмасса. По-моему, гелько вот это все называется. И когда уже пластиковый корпус отлитый снимают с формы, то его надо промывать, чтобы не было этой смазки. Если производитель плохо промыл, то смазка эта там остается. И потом она всплывает на поверхность электролита, потому что она плотность меньше имеет. Потому что электролит он тяжелее воды, а смазка она легче воды. Она поднимается вверх и получается в банках плавает такая прослоечка жирная, беленькая, мазутки. Так это ничего страшного, на работу аккумулятора никак не влияет. А это смазка от пресс-автомата технологическая. То есть для работы аккумулятора она не надо и в принципе никак на работу аккумулятора отрицательно не влияет. Просто себе плавает. Но я вам так скажу. Раньше аккумуляторы были первые, особенно которые применялись на всякого рода телефонных станциях. У них крышки не было. Там электролит наливался в банку, а сверху заливалось растительное масло толстым слоем для того, чтобы электролит не выкипал. То есть масло не давало ему выкипать. И эти аккумуляторы нормально себе работали. Поэтому то, что там есть пленка масла технологическая сверху над электролитом, это нехорошо, конечно. Это значит, что производитель не соблюдает стандарты и плохо себя ведет, это значит производитель дешевенький, вот, и технологию производства аккумуляторов не соблюдает. Это на самом деле плохой звоночек о качестве самого аккумулятора, но в принципе на работу аккумулятора эта пленочка никак не влияет. Так, а теперь про вату. В соседней банке посмотрим, может чего найдем. Что такое вата? Вата это волокна. Откуда они там могут браться? Они там берутся из сепараторов, потому что сепараторы, они сделаны из такой штуки. Не всегда. Сепараторы бывают из разных материалов, но чаще всего они из такой волокнистой штуки, похожей на фильтровальную бумагу. И вот в процессе работы эти волокна отрываются и всплывают наверх. Особенно, когда заряжаете аккумулятор, перемешивается электролит, и они выбрасываются наверх. И тогда плавают по поверхности электролита. О чем, собственно, и задавали вопрос. И потом они, эти волокна сбиваются в комочки. Сбиваются в комочки, такими островками плавают. Вот видите, там разлохмаченные сепараторы видно. Разлохмаченные. То есть сепараторы тоже дело не вечное. Потихонечку лохматятся. А потом, когда электролит кипит, на поверхность электролита выходят пузырьки, вроде как хлопаются, взрываются, и эти микроволокна выбрасываются вверх. И потом они оседают на корпус. Сейчас я вам покажу, как они чудесно оседают. Их тут много на самом деле. Когда аккумулятор уже старенький, их появляется много. Плохо, когда они появляются на новом аккумуляторе. Это значит, сепараторы начали разрушаться на новом аккумуляторе, чего быть не должно. Если аккумулятор старенький, то это нормальный процесс. Вон, видите, эта микрофлора лежит. Это ее забросило аж на окно. В вентиляционном окне, видите, тоже волокна эти есть. На самом деле на работу аккумулятора тоже не влияет. Хотя разрушение самих сепараторов до определенного момента тоже на работу аккумулятора не влияет. Но сами сепараторы на работу аккумулятора влияют и очень сильно. Вот если на пробку посмотрим, тоже микрофлора есть. Видите, комочек. Это волокна разрушенного сепаратора. То есть сбились в комочек эти волокна. И все, и капец. Это значит, начали разрушаться сепараторы.
Тут соседнюю банку тоже, видите, этих комочков хватает. Тоже сепараторы разрушены. И само разрушение этих сепараторов, в принципе, на работу аккумулятора тоже не влияет. Особо сильно не влияет. Это нехорошо, конечно, потому что они когда-то разрушатся и баночки замкнут. Потому что сами сепараторы, без самих сепараторов аккумулятор работать может. И они нужны как раз таки для того, чтобы не замыкали между собой положительные и отрицательные пластины. Если эта прокладка разрушена, то, понятное дело, случается короткое замыкание. И еще спрашивали, должны ли сепараторы пропускать электролит как фильтровальная бумага, или должны в себе держать электролит. Там кто-то в комментариях даже написал, что электролит перемешивается только по верху сепаратора, потому что сепараторы не пропускают через себя электролит. Якобы кто-то там наливал электролит в сепаратор, в конверт, и электролит не вытекал. На самом деле сепаратор, он пористый. Он когда-то назывался при советской власти МИПОР. Само название понятно, что там слово пор, это значит пористый. Так что сепараторы должны пропускать электролит. Правда, сепараторы бывают разные. Они бывают для тяговых аккумуляторов, бывают для стартерных. Так вот, те сепараторы, которые для тяговых аккумуляторов, они имеют меньшие поры и, соответственно, с меньшей скоростью пропускают электролит. Стартерные сепараторы, которые для стартерных батарей, потому что стартерные батареи должны отдавать много тока, значит, электролит должен быстренько перемешиваться. Те имеют поры побольше. И на самом деле нормальный сепаратор должен электролит пропускать. А почему он не пропускает, как некоторые утверждают, то такое может быть. Дело в том, что со временем сепараторы, вот эти поры в сепараторах, они забиваются. Ну, потому что, я же вам сказал, они очень похожи на фильтровальную бумагу. У вас фильтр в машине стоит, там фильтровальная бумага. Со временем фильтры забиваются, поэтому вы их и меняете. То же самое с сепаратором. Если сепаратор забился, то это, можно сказать, практически проблема с аккумулятором. Потому что если сепаратор забился, электролит пропускает плохо, то с аккумулятором начинаются проблемы. Есть такой даже термин, который называется металлизация сепаратора. Это как раз таки о том, что сепаратор забивается осыпью положительных пластин и перестает пропускать через себя электролит. И как тогда ведет себя аккумулятор? Надо видео, наверное, снять отдельное по этому делу. Вопрос очень интересный. Тогда у вас аккумулятор показывает, что он жив. Даже приборы показывают, что он жив. У него нормальное внутреннее сопротивление, если будете мерять прибором. Если вы будете ему делать контрольно-тренировочный цикл, он вам покажет нормальную емкость, хорошую емкость. Он будет нормально заряжаться, нормально разряжаться, у него будет нормально подниматься плотность, опускаться плотность. То есть по всем признакам здоровый аккумулятор. Но как только ставишь крутить стартер, он, зараза, стартер не крутит. А все это связано с чем? С плохим перемешиванием электролита. Именно с металлизацией сепараторов, то есть когда они перестают пропускать электролит. По всем признакам аккумулятор живой, а стартер не крутит. Вот это проблема сепараторов. Правда, на современных сепараторах это бывает реже, а вот на старых МИПОРах это было довольно часто. Есть такая проблема сепараторная, как металлизация. Ну а потом концом этой металлизации является то, что они просто-напросто замыкают. Такие вот дела. Так что микрофлора – это разрушенные сепараторы. Если увидели это в новом аккумуляторе, то это беда. А моему аккумулятору 8 лет, то это не беда. И при всем при этом он нормально себе работает. Ну а сегодня было такое общепознавательное видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И вот эта микрофлора, она в принципе не вредная. Она просто говорит о том, что сепараторы немножко разлохматились. Это нехорошо, но не критически. То есть аккумулятор будет работать дальше. Ничего страшного в этом нету.